Где-то с середины августа до конца октября самое время отправиться на поиски тарантулов на горе Маунт-Диабло. Это брачный сезон для мохнатых пауков, и, соответственно, самцы вылезают из-под земли в поисках потенциальных партнерш, которые застенчиво ждут своих поклонников на порогах своих нор. Крупнейший паук Северной Америки, тарантул, ведет ночной образ жизни и проводит большую часть жизни в своей подземной норе и вокруг нее. Однако, когда самец тарантула достигает зрелости в возрасте от 4 до 7 лет, он последний раз сбрасывает свой экзоскелет и навсегда покидает свой подземный дом в поисках самок, с которыми можно было бы спариться. Осенью самки расчищают входы в свои норы и покрывают их тонкими шелковыми паутинками. Влюбленные самцы могут бродить до мили в поисках норы самки. После того, как самец находит самку по запаху, он пытается выманить ее из норы, осторожно постукивая по входу, объясняя свои намерения и заверяя, что они не предоставляют угрозы. После спаривания самка хранит сперму в органах, называемых семяприемниками. Она возвращается в свою нору, в которой будет зимовать, иногда выходя ночью, чтобы поймать еду. По весне самка сплетет шелковый кокон, в который отложит 100-150 крошечных яиц. Она будет заботиться о яйцах примерно 30 дней, после чего она проделает небольшую щель в оболочке яиц, и из них вылупятся крошечные белые паучки размером с булавочную головку. Через несколько дней паучки линяют, впервые сбрасывая свой экзоскелет. Возможно, только 1 или 2 паука доживут до взрослой жизни. А что же происходит с самцами после спаривания? Съест ли самка тарантула самца? Это миф, что самки тарантула всегда убивают самцов после спаривания. В редких случаях самка может съесть самца, если она голодна и нуждается в еде, чтобы иметь возможность откладывать яйца. Но почти всегда она позволяет самцу отступить, чтобы продолжить поиски других самок. В течение следующих 2 месяцев самец будет продолжать искать других самок для спаривания, слабее и, наконец, умирая с приближением зимы. Вернемся к тарантулам чуть позже, а пока расскажу, где можно их увидеть. Как я уже и сказала, на горе Маунт-Диабло, и самый простой и популярный хайк от Mitchell Canyon Visitor Center, который находится по адресу 96 Mitchell Canyon Road города Клейтон. Парковка платная, $6. Можно заплатить наличными до въезда на парковку или картой по QR-коду. Центр для посетителей открыт только в выходные дни. Днем продаются одежда, сувениры, книги и брошюры. Когда центр открыт, днем дежурит доцент, который ответит на любые ваши вопросы. А мы выбираем тропу Red Road и видим, что протяженность ее всего 1 миля в одну сторону, так что это простой маршрут с небольшим подъемом. И еще одна главная деталь. Так как самцы тарантулов отправляются на поиск самок на закате и рассвете, то и вы должны спланировать свой поход именно в это время. Мы предпочитаем вечерний хайк, поэтому от парковки начинаем наш поход за час до заката. По нашему опыту, это самое идеальное время. Обратите внимание, что изначально тропа идет как Deer Flat, ее и придерживаемся. На этом участке дороги мы только единожды видели тарантулов, и, скорее всего, вы вряд ли их встретите здесь. Поэтому можете просто любоваться осенним пейзажем и слушать пение птиц. По тропе идем прямо вот до этой знаковой лавочки, где поворачиваем направо на Red Road. Далее будет разветвление. Держитесь правее.
Теперь тропа по серпантину будет подниматься вверх. Отсюда нужно замедлить свой шаг и более внимательно смотреть под ноги и края тропы, чтобы увидеть тарантулов. И не забывайте, конечно, любоваться великолепными видами на холмы и Маунт-Диабло. Тропа переходит в Блэк-Пойнт-Трейл. Продолжайте поход еще немного по ней, пока серпантин не закончится. Когда извилистость завершится, можно возвращаться назад. У североамериканских тарантулов очень слабый яд, который может легко парализовать небольшое членистоногое, но он совершенно безвреден для человека. Одна из защит тарантулов состоит из острых раздражающих волосков на его животе, которые он может сбрасывать задними лапами в лицо хищникам. Волоски колючие и, попадая в мягкие ткани человека, вызывают неприятный зуд, но не более. Главным хищником пауков являются Tarantula hawk. Это очень крупный вид осы длиной до 5 сантиметров. Они охотятся на пауков, парализуя их своим жалом. И только самки являются свирепыми воинами, сражающимися с тарантулами. У самцов, как и у всех самцов ос, даже нет жал. Найдя цель, она подкрадывается к тарантулу, который в несколько раз больше ее, и наносит удар. Бой длится несколько минут. Тарантул борется за свою жизнь, оса борется за выживание своего рода. Постепенно тарантул устает. Оса улавливает момент, поднимает жало и пронзает тарантула, парализуя его. Тарантул теперь покорен. Самка осы тащит тарантула в нору, которую она вырыла для этой задачи. Она откладывает яйцо в брюшко тарантула, закрывает вход в нору и затем улетает, выполнив родительские обязанности. В течение нескольких дней из яйца осы внутри тарантула вылупляются личинки, которые начинают поедать внутренности паука, поначалу стараясь не задеть жизненно важные органы, чтобы тарантул как можно дольше оставался живым. После того, как тарантул был парализован и поедался заживо в течение нескольких недель, он умирает, оставив после себя пустую оболочку. Вот так мы стали свидетелями кровавой битвы. Что еще можно рассказать о тарантулах? Существует около 900 видов тарантулов. Тарантулы бывают размером от ногтя до обеденной тарелки. Все тарантулы умеют производить шелк, которым выстилают свои норы. Тарантулы имеют 8 глаз, но у них плохое зрение. Паук больше полагается на чувствительные волоски на ногах и теле, чтобы ориентироваться. И если вы все еще не уверены в том, чтобы отправиться одним на этот хайк, я очень рекомендую записаться на такой хайк вместе с волонтерами парка. Каждый год в сентябре месяце по выходным дням они проводят такие походы. Записываться нужно только гораздо ранее. Отслеживайте эту информацию в интернете. Волонтеры поделятся интересной информацией о тарантулах, расскажут о их видах, погашут наглядно сброшенный хитиновый слой пауков, шелковый кокон, который самка носит до появления паучат, и даже разрешат подержать этих гигантов. Гуляя по тропе, наблюдайте за дикой природой. Здесь часто встречаются чернохвостые олени, еноты, калифорнийские суслики, большое разнообразие птиц.
Скунсы, рыси, койоты, кролики и многие другие животные также называют горы Маунт-Диабло своим домом. Змеи варьируются от более распространенной гоферовой змеи до ядовитой гремучей. На сегодня все. До новых встреч, друзья!